Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что пошуметь решили мы вот перед сном. 8 мая сейчас на календаре. И на самом деле очень приятно, что вы ждете новые выпуски, что вы участвуете в них, что вы участвуете в обсуждениях тех тем, которые здесь поднимаются. А это немаловажно, потому что каждое мнение, оно действительно имеет вес и значение. Очень такие судьбоносные дни сейчас сжалась пружина вокруг войны в Украине, и вот эта пружина, она очень и очень скрипит. Перемирие скрипучее достаточно оказалось, одностороннее, которое объявлял Путин 10 дней назад, фактически, идет туго, гости на парад слетаются. В общем, все будем обсуждать сегодня, коснемся очень разных и таких больных, что ли, ну и немножко веселых тем, потому что все-таки разница, да, между восприятием вот этого периода у совсем разных людей, она колоссальная. Ну, обо всем по порядку. Для начала предлагаю традиционно, по нашей старой доброй традиции, поиграть немного в города. И вы уже сами без меня, без этого объявления все делаете. Кипр, Москва смотрит, Кишинев, Сумы, значит, Турция, Марс, привет Шуму из Иваново, привет в Иваново, Осетия с нами, Беларусь, Нарва, Эстония, Кировская область, привет Шелесту с Днем Победы, с наступающим Днем Победы, Брянск, да, действительно, спасибо, Рязань, Подмосковье, Антверпен, ух, там футбольный клуб был такой кусючий, я помню, Тбилиси, Сибири, Киевск, Карачи, Барнаул, Донецк, Ханты-Мансийск, Воркута. Ничего себе, слушайте, это вообще бог знает где. Воркута. Потрясающе просто. Севастополь, Варна, Порто-Франко, Одесса, Санкт-Петербург, Чехия. Ну, понятно, да? То есть это вот через слэш, это означает, где человек находится и откуда смотрит. Получаются смешные штуки, я вам долго рассказывал об этом. Кировск, Вирджиния, привет из Адыгеи, привет в Адыгею, Владивосток, привет, Владивосток, как там, сколько у вас времени сейчас на часах, Хельсинки, вот это тоже удивительно, каждый раз новые какие-то города, Никополь, смайлик Анне, тоже смайлик отправляем, Нальчик, Берлин, с Днем Великой Победы, да, с Днем Победы, Греция, Прага, назовите. Назвали. Прага с нами. Рига, Молдова, Генуя, Псков, Абуджа, Дортмунд, значит, Стамбул, Николаев из Уганды. Николаев в Уганде. Краснодар. Привет из Твери. Привет в Тверь. Друзья, спасибо большое. И если знаю, что разные часовые пояса, и понимаю, что очень интернациональный состав, мне вот попадались комментарии, которые пишут, что обязательно нужна эта рубрика. Обязательно. Она как бы сплочает. Она вот эти тонкие невидимые нити зрителя, который в прямом эфире, даже в записи, он все равно ощущает, что мы вместе. Вроцлав, Коми, США, Ашхабад смотрит, Будва из Черногории, Волгоград, Магадан, Феодосия, Певек, Тарнув. Просто супер. Вы понимаете, в чем дело? Даже если вы в записи смотрите, заходите в комментарии, я тоже стараюсь, понятно, всем не могу ответить, но тоже стараюсь реагировать. Это очень важный элемент, и он, так, знаете, заряжает на позитивный настрой, потому что, ну, хоть что-то должно заряжать на позитивный настрой. Хоть какие-то даты, да, большие, круглые, исторические, которые там нам показывают вот эту ниточку не только по всему земному шару, а еще и туда, в глубину истории, потому что в каждой семье есть, ну, вот эта нить, да, вот ее нельзя терять. Так уж сложилось, что наш мир глобалистский, этот идиотский, такой, конечно, развитой, такие все стали нежные, такие все, да, вот, продвинутые, такие современные, но теряется связь поколений, а ее терять нельзя. Это мое такое личное убеждение. Значит, друзья, всем большое спасибо за то, что присоединились к игре городов. Присоединяйтесь в записи тоже, призываю еще раз. Сегодня на самом деле уйма новостей и таких достаточно исторических событий. Все вот раньше говорили полигон Украина, теперь это рудник Украина получается, да, после известного голосования в парламенте.
Но начнем мы не с него, начнем со свежего, самого, да, самого свежего, пожалуй. Все-таки он прилетел, да, все-таки смог. Значит, Фица прибыл таки в Москву для участия в Параде Победы. Гостей много. Встречи были, Си Цзиньпин, там и чаепитие, официальная встреча, пачку документов подписали с Российской Федерацией. Но почему я начинаю с этого, когда комментирую будущий парад и будущее, ну, не знаю, насчет парада, там писали разные словацкие издания, что он вполне возможно не будет там на самом параде, но цветы возложит. Сам факт его наличия и то, что он долетел, это принципиально важный момент. Нет, конечно, первая скрипка Си Цзиньпин, бесспорно. Однако я должен отметить, что это лидер страны Евросоюза. Вучич, который тоже с трудом добирался, он не в Евросоюзе, ему угрожают. А вот Фица угрожали другим. Его Эстония, казалось бы, тоже член Евросоюза, не пропустила. Он записывал видеообращение, говорил служба протокола. Сегодня буквально вот с утра мы беседовали в эфире с Тележенко, и он говорит, я работал с Фица в команде, ну, было время. Я знаю, что он долетит. И я знаю людей, которые в службе протокола. И так и получилось. Летел там через Черное море, через Грузию, там залетал, облетал там через Кавказ. И, в общем-то, получилось это все. На самом деле, срывали не просто так, потому что это как бы представительство Евросоюза. Вообще очень много, на самом деле, скажем так, деталей из вот этих подготовительных вещей к параду, да, то есть прошло сообщение, все там паблики радуются неимоверно украинские, что впервые в истории там 60% европейской части Российской Федерации завтра отключат от интернета. Ну, на период парада какое-то время не будет мобильного, имеется в виду, да, в Москве проблемы. Из-за ударов дронов еле-еле как-то сводили с концами. Сегодня там 60 тысяч человек никуда не полетели, потому что все-таки, как ни крути, это 9 мая, это праздники, и люди летают. Поснимали рейсы на юга, поснимали рейсы, которые там, да, вот отпуск какой-то короткий, ну, на майские праздники люди там себе планировали, не смогли вернуться, Таиланд, там какие-то другие курорты, и вот такая чехарда. Сегодня действительно серьезные были перепоны, хотя удар был вчера, да, вот этот налет. Добра и света, аноним, спасибо большое вам, добра и света. То есть, вы понимаете, проблем создано много. Но все-таки перемирие объявили, все-таки гости, там ряд встреч проводится, и это вот прям такой мини-саммит. Уже перед нашим эфиром появляются кадры разные о том, что концерт им дают, обед, все вместе. То есть, ну, в общем, кружат гостей дорогих, приехали там из Киргизии, Пашинян прилетел, там можно многих называть, то есть фактически вот кроме Алиева, который не подтвердился еще раньше, вот собрались, да, для того, чтобы завтра быть на Параде Победы и праздновать. Вучич вообще вчера ночью поздно прилетел и сказал на Красной площади, что мне все равно, и вот Фица тоже показал характер, что мне все равно на эти проблемы. Это демонстрация позиции. Вот опять-таки, есть люди, которые за, есть люди, которые против, мол, что это они тут себе позволяют, вот нет, это 9 мая, победобесие, да, будем разбирать вот это тоже все немножко позже. Но позицию другого человека надо уважать, да, если хочешь, чтобы уважали твою позицию. И не спорить, а просто демонстрировать свое. Ну, возьмите, продемонстрируйте свое. Да, это тоже демонстрировали сегодня. Но все-таки топ-тема сегодняшняя, почему это как бы такая прелюдия была небольшая, очень важная тема, это рудник на полигоне Украины. Сегодня Верховная Рада проголосовала сделку, до конца ее не поняв, не имея в руках вот этих двух документов. Продолжились те сказки, о которых я вам рассказывал, ну, вчера, позавчера, в эти дни, о том, что нет этих документов, они появятся через несколько месяцев. Да что вы, вот сейчас это очень нужно, это очень важно. В общем, вот такой результат мы имеем. 338 голосов, никто не сказал против, никто там не воздержался, 9 человек не голосовали, 347.
Значит, всего было народных депутатов. Почему я выбрал этот скрин? Есть там видео, все аплодируют, Кабмин, ложа Кабмина, правительства, они встали, там Сибига радовался, Шмыгаль, Свириденко, которая, собственно, да, вот и продвигала эту сделку. Посольство США в Украине публикует. Только что была свидетелем ратификации Верховной Радой Американско-Украинского инвестиционного фонда, ну, как бы восстановления, отстройки, восстановления, відбудови, исторической вехи в нашем партнерстве для четкого сигнала сильной поддержки этой важной инициативы. Ну, это формулировки такие дипломатические, конечно, они могут наворотить. То есть сильный сигнал поддержки, ну, сильный сигнал. В общем, гордиться тем, что была частью этого момента, на таком уровне поддержки, с нетерпением жду на очень быстрый консультационный период, дабы как наискорейшим образом перейти к реализации вот этого соглашения. Это пишет посол Дэвис. Значит, эта страничка назвала Дэвис послом, хотя она не посол, она всего-навсего временный поверенный. Но временный поверенный, как видите, ведет себя как такой хозяин, пришедший надолго. Нет, там есть определенные процедуры дипломатические, опять-таки, да, что, ну вот, там, период какой-то, агримант, там, переназначение, Рубио, там, все, согласование, поэтому она и временная. Вполне возможно, хозяйка и приехала в посольство, чтобы проводить политику Трампа, Рубио, Госдепа по отношению к украинцам. Именно Дэвис присутствовала на двух комитетах по видеосвязи, то есть она с депутатами это все согласовывала, общалась. И вот она пришла в Раду и стала свидетелем. Ей так приятно, это так здорово. По поводу Рады, это, конечно, какой-то абсолютный трэш. Значит, мы слышали за эти дни, как многие депутаты говорили, что мы не можем об этом, ну, вообще и речи не вести, чтобы проголосовать. Нам покажите полностью. А что там за отсылки к документам? А этих документов нет. А как мы можем это ратифицировать? Никто не проголосовал против. Никто не проявил позицию. Все только счастливы и все только... Ну вот, скажем, говорят, что вот было бы мирное время, не проголосовали бы. Вот такие, скажем так, у нас депутаты. Это, конечно, абсолютно не красит украинский парламент, который бился в истерике, говорил, нас не пустили там присутствовать на формировании этой сделки. Короче, депутатов прогнули, нагнули, пригнали хозяйку, которая в ее присутствии не смогли нажать кнопку «нет». Единственное, что некоторые смогли, это не явиться. Вот так, например, голосовали внефракционно. Есть уже список полный, слуг народа я показывать не буду, извините, там понятно все. Только те, которые там зашкваренные, которые уехали, сбежали, но пока еще числятся, или те, которые не пришли, там все ясно. Но интересно же, как не слуги голосовали. Вот вам внефракционные, собственно, да, вот список, как они голосовали. Значит, у нас тут Разумков отсутствует внефракционный. Дубинский отсутствует по понятным причинам. Боднар тоже. Ну и, собственно, там Долгий, там Мишина, другие. Тищенко тоже кум Ермака. Ну, нельзя сказать, что он бывший кум, он же вроде как настоящий кум Ермака. Но он тоже отсутствовал. Вот так, значит, голосовали бывшие представители ОПЗЖ. Это как бы люди, которые, ну, так говорят о них, у них там дуло у виска, они все были такие, любили Россию, но теперь голосуют вместе со слугами, чтобы, да, вот, снять все моменты. Я вам показывал Юрия Павленко, который говорил, что мы обязательно ударим по Москве, это еще будет, там, может не на попараду, но будет. То есть они резко стали вот такие потушные, потому что у них такие обстоятельства. Значит, из этих, понятно, Шуфрич почему не присутствовал, он в СИЗО, да, вот Пономарев отсутствовал. И Левочкин тоже
не пришел. Все остальные проголосовали «да». Бойко проголосовал «да». Вот эти все люди, то есть те, которые там, да, там, Йоффе из Луганской области, тоже известный регионал со стажем, очень такой в возрасте человек. Ну и все, там, Колтунович, Качный, в общем, все проголосовали из этой политической силы тоже за. Примечательно, что, ну это так, это просто такое наблюдение, странное, если честно, наблюдение, я вам так хочу сказать. Примечательно, что проголосовали также в таком примерно, в таком же духе еще и представители «Голоса». У «Голоса» очень много, кстати, тех, кто отсутствовал. Тут и Пипа, известная своими скандальными законопроектами, и Рудык, маловменяемая, и, собственно, там другие люди, Костенко, тот, который, ну, вояка СБУшник, там, комментирует военные темы, то есть, в принципе, доступен он был, Бобровская, то есть, понимаете, в чем дело? Вот эти, как бы, отпрыски гнезда Соросового, Пинчуковского, тоже против, что тоже нам говорит о чем-то. Тимошенчиха, Батькивщина имеется в виду, и ее товарищи все за. Единственный, кто, скажем так, ну, не то что единственный, единственно, кого не было, это Таруты, да, перешедший к Тимошенко, тоже друга Ахметова. Он не пришел. Значит, сама Тимошенко не пришла. Ну и здесь там Лабунская, еще пару человек, Дубец. То есть Тимошенко не голосовала, что тоже вызывает очень интересные вопросы. Значит, это голосование Юли. Ну и сейчас к самому интересному. Значит, там есть еще голосование, вот многие спрашивали в комментариях, приходили, был у меня эфир с Анной Скороход, да, она, ну, за майбутнє, да, там числится в этой фракции, она тоже не пришла. И тут мы переходим к самому интересному. Евросолидарность. Здесь потрясающий результат. Все практически были за. Буквально только там Фриз отсутствовала. Там, собственно, еще несколько человек. Ну и Алексей Гончаренко не голосовал вместе со своей фракцией. Почему сейчас идет этот упор на того, а кто же голосовал на эту поименность, и мы, собственно, с нее начали? Да потому что уже вовсю говорят, обсуждают в сетях, а что это вообще такое? А можно ли это отменить? Ну, мол, как так? То есть президент там не при делах, то есть вопросы там легитимность, нелегитимность. Ну, вы понимаете, в чем дело? Это все вопросы, как оспорить, да, то или иное решение, это все занимает очень большое время. Сегодня пришла новость, что Верховный суд вынес свое решение в пользу Тупицкого, главы Конституционного суда, против которого еще до войны воевал Зеленский, его там указом снимал, причем так хитро снимал, что этот указ, который тебя назначил, я так понимаю, при Януковиче, считать недействительным, то есть он даже не свой указ отменял, там на него всех собак вешали, ну вот эта вот вся история, эпопея, потом его травили, он уехал, эмигрировал, дела там заводили, но теперь суд обязал его как бы восстановить, потому что это несправедливо, это незаконно. Зеленский не имеет права, отменяя указы или своим указом, назначать или влиять на Конституционный суд. Но прошло сколько времени, сколько лет, уже война идет 4-й год, а это все до войны начиналось. То есть вот эта история всплыла сейчас, но сейчас новая реальность, я имею в виду в отношении там, Конституционного суда и там, парламентской и президентской ветки и истории. Ну вот так и здесь. Пройдет много времени, но этим депутатам это голосование еще точно вспомнят. Потому что подписали они или проголосовали они за кота в мешке. Не знаю, насколько подписывали, что там в секретной части, но ее так как того и нет, и это просто какие-то документы, которые сопровождают непосредственно вот эту сделку. И вот это преступное голосование, которое вот произошло, когда депутат не понимает, за что он голосует.
Причем самое интересное пояснение от Евросолидарности, которое, внимание, вместе с Порошенко были против, говорили категорическое нет, вы сдаете Украину, что ж вы делаете там такие-сякие. Порошенко лично говорил нет, на него там, ну, в общем, воздействие было, телеграм-каналы ополчились, мол, смотрите, это подарок на 9 мая Путину, Порошенко против сделки. Самое смешное объяснение в соцсетях было у Ветровича. Ветрович пишет: понимаю необходимость голосования сделки с США, поэтому поддержал. Но не понимаю чрезмерного пафоса представления ее как исторического решения, которое гарантирует нашу победу. Потому что гарантировать ее можем только мы. Слушайте, ну прям замечательная публикация для представителя фракции, которая была против. Просто потрясающая. То есть гарантировать ее можем только мы. Победы она не принесет. Но, в общем, понимаю, что необходимость, поэтому поддержал. И так вот они все. И так вот все начинают сейчас отмазываться, что они вроде как критиковали, там еще что-то. Значит, ему пишет кто-то, да, вот Роман Москаль ему пишет. А перед тем, как проголосовать, вы увидели все 3 документа, которые были подписаны? Ну и Ветрович, честный, как пионер, сказал нет. Бывший руководитель Института нацпамяти говорит нет, не знали. Интересный эпизод потом произошел в кулуарах. Ну, какой эпизод? В общем, все уже произошло. То есть голосование случилось. Но Евросолидарности, порошенковцам нужно было что-то. Ну вот как-то, да. Короче, нужен был контент для своего избирателя, который ему четко и прямо, нормально задаст вопрос. Ты подписал, ты понимаешь, что ты подписал? Ты же говоришь, что не будешь подписывать. И вот они делают контент. В общем, где-то там в коридоре встретили сейчас, ну так сказать, непосредственно Свириденко. Вот это вот ее ограждает от Порошенко, там к ней подошел, что-то сказал, мол, поговорите с нами. Тут это депутат Мотовиловец такой есть от «Слуги народа», такой высокий, в очках, такой, ну, бывал и на эфирах у меня когда-то там. Такой вроде умный, да, ну вот он так вот ее ограждает, не трогайте женщину, говорит. Ну а Евросолидарность делает контент. Уже после драки попыталась помахать кулаками. Заявив, що спілкування з Свириденко тільки через фракцію «Слуг народу». А ми хочемо уточнити, коли вона зустрінеться з Європейською солідарністю. А ви дійсно? Ви так повели з ним? Ви через повагу? Ви не маєте права торкатися. Ну, в общем, и все. Ну, в общем, весь кипиш, который устроили они после. То есть никакого кипиша на голосовании, ничего, понимаете? То есть порошенковцы попрыгали вокруг Свириденко, там чего-то. Давайте встретитесь с нами, мы хотим с вами встретиться, чтобы вы там что-то объяснили, вы же там в этом процессе, как так? Там вот эти там федейны с таким голосом, таким резким, да, которые там кричат, вот это все, куча телефонов. Все. Свириденко, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Она развернулась и ушла. Прикрыл Мотовиловец, говорит, не трогайте женщин. И уж все. Вот она оппозиция. Вот так вот они действуют. То есть проголосовали за, а потом решили что там в сделке? Встретитесь с нами. А то мы за проголосовали, что лохи. Лохи за проголосовали. Вообще, конечно, это все напоминает, вот такой, есть там бывший премьер-министр Украины, Кинах такой был. Ну, кто, может, помнит, там, говорят, не глупый был премьер-министр. Сейчас, конечно, он там подмахивает определенными там как бы нарративами где-то власти, где-то что. Но тут, видимо, у него накипело. На жаль, безпрецедентної залежності України від зовнішньої підтримки. Он говорит о беспрецедентной зависимости Украины от внешней помощи. Допомоги. Хоча це допомога таке слово, бо кредити, займи, які ми сьогодні отримуємо, прийдеться повертати. Це зворотні ресурси. Ну там є частка грантів, але вона має максимум
одну четверть від загального обсягу, а все інше це мільярди доларів треба буде повертати. Наш державний борг сьогодні вже 170 мільярдів доларів, це 91% валового внутрішнього продукту. Це дуже високий. Ну, не всі країни, вибачте на слові, перша економіка ми світу, сьогодні як Штати, фінансуємо, правда? і ми сьогодні, Ну, така в нас ми ситуація, сьогодні чесно. фінансуємо, от, зафіксуйте це офіційно вся статистика, я називаю тільки офіційну статистику. Ми сьогодні фінансуємо за рахунок власної української економіки тільки 48% своїх потреб, а 52% це зовнішня допомога. То есть, государство Украина, ну он же говорит, я только официальную статистику говорю, живет не то что в полноги, а уже там хромая, потому что живет за счет, может себе обеспечить счет вот этой другой ноги, которая короче. То есть 48 на 52. То есть государства нет. 48 на 52. В этих условиях подписывается вот эта ресурсная сделка. Це не є фактор суверенної держави. Не може суверенна держава бути в такій залежності. І тому, коли ми кажемо про українські надра, це завдання в тому числі не тільки стійкості, а це і завдання відновлення нашої самодостатності, формування наших умов життя, розвитку за рахунок власних ресурсів, щоб було не 52% через 3 роки, а хоча б максимум 40, умовно, а через 10 років максимум 15. І в цьому суть суверенної держави, яка формує свій розвиток, виходячи з своїх, в першу чергу, національних інтересів і цивілізованого балансу з інтересами партнерів. І якщо ми далі будемо наші надра використовувати в режимі сировинного придатку, чи сировинної структури економіки, точніше, то ми ніколи не станемо самодостатніми. От наскільки велика ціна питання. І це необхідно було закладати і от цю стратегію, в ці угоди. Ну вот как-то так. Говорит, что недрами неправильно распорядились. Потому что нет вот какой-то перспективы, понимаете? То есть никакой перспективы нет непосредственно у вот этой сделки. Ну точнее, может у сделки есть какая-то перспектива. Однако, то есть 48 на 52 сейчас. А после этой сделки будет хотя бы 40, а потом может там 35, ну точнее наоборот имеется в виду. Ну вы поняли. То есть будет переваливать, да, там 50, там еще что-то, то есть чтобы уменьшить зависимость, потому что мы больше половины зависим от всех расходов, да, то есть от партнеров, которые дают кредит. Не будет, потому что кредиты не спишут. Там Марченко вышел и сказал, ой, будем отдавать там через 20 лет. Ага, будем. Правда, конечно, что ты скажут, Шелест, тут сгущаешь краски, вот эти миллиарды, там сейчас эти ВВП, там этого киноха показываешь. Потужно. Шмыгаль сегодня выходит и вот такой на кураже говорит, миллиард получили. За счет замороженных российских активов. А вообще там Кая Каллас еще обещала, вот там же 8, 9, 10 мая большие гости приедут в Львовский трибунал подписывать, так они еще миллиард дадут, но уже на военные нужды. А вот этот миллиард, это вот на, ну, скажем так, на поддержание штанов, на очень такие необходимые программы, на что не хватает. То есть Европа нам поможет, миллиард дадут. Вот как-то так, такая история. Но на самом деле больше всего порадовал в этой связи Владимир Зеленский. Он у себя, значит, благодарит, говорит, благодарен всей нашей команде, кто работал над этой сделкой, про партнерство, всем 338 депутатам, которые проголосовали. Рассчитываю, что текст ратификационного закона в самое ближайшее время придет с Верховной Рады в мой офис. Ну, то есть, вы понимаете, да? Мой офис. Давай, с Верховной Рады в мой офис. Уже текст закона. Давай. Значит, юридические процедуры будут быстро завершены, и мы можем наконец-то начать этот фонд создавать. Слово в слово, как вот эта Дэвис, которая там поверенная, ее послом уже называют, ну, поверенная. Значит, и тут важно, такой перспективной экономической сделки в отношениях между Украиной и Америкой никогда не было. Это общая инвестиционная работа на десятилетия. Сейчас это очень сильная основа для взаимодействия по безопасности, а в перспективе десятилетий возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодную экономическую работу и развить промышленность в наших странах и рабочие места обеспечить, и развитие технологическое. В общем, как с Трампом договорились,
новая страница открывается наших отношений. Все хорошо, все прекрасно, отличная сделка, просто замечательная сделка. Значит, ну и тут для Хохмы сразу же, да, он, ну вот, спустя буквально час, смотрите, сидит, на телефон смотрит, сидит, смотрит в очках, на телефон, цифры маленькие. Это он с Мерцем разговаривал. Представляете? Мерц позвонил. Тот, который первым делом в Украину обещал приехать, новый канцлер Германии, как это, второсортный, потому что с первого раза не проголосовали. Тоже впервые в истории, кстати. Впервые в истории. Значит, еще раз поздравил Мерца, рассчитывая, что немцы продолжат отыгрывать одну из ключевых ролей в поддержке Украины для защиты и восстановления и завершения войны. Есть большой потенциал партнерства. Пан канцлер уверяет, что в продолжении поддержки Украины очень важно было это услышать. Поддерживаю, да, спасибо. Ну и тут он пишет вот слово, которое, вот почему я для Хохмы решил это показать следующий пост. Также говорили о том, как сделать дипломатию еще более наполненной смыслом. Зместовную, наполненной смыслом. Подскажите, пожалуйста, тем людям, которые пишут президенту вот эти посты, да, что вот это то, что он сидит и с умным видом смотрит в очках на телефон, и вот это сообщение о том, что он с кем-то поговорил, тем более с новым, это дипломатия. Но надо еще более наполненной смыслом. То есть нам сейчас продали фуфло. Фактически об этом говорят вот эти спичрайтеры или кто там пишет вот эти посты, да, вместо Зеленского. То есть еще более осмысленное должно быть, еще более наполненное смысла. Но это так, это так. На самом деле, вообще депутаты наши, они, конечно, радуют. Они вот, правда, они сегодня герои дня, на самом деле. И героиня дня, конечно, эта фотография тоже в таком полусаркастической манере, конечно, я показываю. Ну, разные люди бывают на самом деле, нельзя смеяться над людьми. Значит, Марьяна Безуглая публикует вот эту фотографию с текстом «Помним все. 1945-2025, 8 мая». Я думаю, а что меня так, ну, выставила фотографию, там в Верховной Раде, в зале, да, ну вот картина, ну что так, почему я так решил в шуме поделиться, чтобы вы пошумели? Загляните в ее глаза. На лице написано, что она помнит все. Вот на лице написано, стерильное лицо Безуглой помнит все. Понимаете? И вот это вот 8 мая тоже как бы вот абсолютно не главное сегодня было событие. Хоть там Зеленский с Зеленской, с украинскими лентами цветы принесли к вечному огню. Хоть это все, конечно, да, вот, ну, было, но абсолютно не главное. Главное была вот эта сделка, главное было перемирие, и главное было, а что там на параде, а кто долетел, не долетел, а там интернет выключили. Вот это все шумело, муссировалось. Но Безуглая помнит все. Вот с таким лицом, понимаете? Поздравление Зеленского. Заслуживает прям отдельного блока. Уже, кстати, можно поставить лайк, да, уже можно пошуметь о том, что было выше по поводу сделки. Кабальной, на десятилетие, то есть на все поколения. Депутаты непонятно что проголосовали, но уже Трамп вышел и сказал: «Эй, класс! Мы сейчас скоро созвонимся с Зеленским». Ну, как он сказал, поговорю. Кто-то перевел как встретимся, кто-то перевел как... То есть у нас это очень хорошо, у нас сделка, мощно, мы с ним сейчас поговорим. Такое ощущение, что, знаете, вот эта украинскость, вот это, ну, то мы, ну, все говорят о том, что, ну, там, конспирологи, Зеленский офис выторговал таким образом безопасность. Фица, который прилетел, мы с него начинали, он вообще говорил, что таким образом через эту сделку он выторговал продолжение войны. Я вот смотрю на вот эти обмены вот этими репликами, да, вот сейчас мы поговорим.
Неужели он за счет этих недр и будущих поколений, и вот этих всех, скажем так, фондов, которые работают и не платят налоги, но работают по законодательству выше, чем государственная конституция, он просто, чтобы он с ним поговорил, понимаете? Может, все проще. Я вот себя всегда ловлю на этой мысли, когда там пытаюсь анализировать, там, готовлю для вас шум. Ну, елки-палки, может, там все проще. Потому что настолько мелко как-то это все выглядит, как вот лицо без угла, я помню все. Вот правда. Значит, поздравление Зеленского, отдельная история. Значит, ну, понятно, да, там, ну, вот, все как положено, там, да, звучит музыка, идут люди идут, заметно, кстати, по видеоряду. Мужики есть, но мужиков меньше, в основном женщин показывают. Українки, сьогодні день пам'яті перемоги над нацизмом. День, який ми відзначаємо разом з усім світом, з усіма, хто 80 років тому боровся за життя, аби зло програло, аби ніколи знову. На жаль, 3 роки тому це знову повторилось, і так само, як колись над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги. Ну, значит, он сейчас отсылает всех в прошлое, но вот смотрите, как это все выглядит. Это все выглядит, ну вот, по-свойски. Ну, все же из вас, я, например, стесняюсь, ну как, не то, что стесняюсь, ну да, стесняюсь и как-то так, ну вот с кем-то общаюсь, да, там, ну, бывает, очень редко, кстати, я человек сообщений, там, сообщения можно написать, я даже голосовые как-то не привыкаю, там, ну, привыкаю потихоньку, там, немножко чаще, но очень в минимальных количествах. В основном это сообщение, чтобы человек получил, прочитал, ответил. Звонки редко пользуюсь, но если надо вот связаться, звоню просто по телефону по аудио. Редко бывает, что связываешься, но сейчас же это ж новая история. И вот он идет, вот этот трясущейся рукой, вот это вот он как бы поздравляет всех, говорит, 80 лет, весь мир воевал, и мы вместе с ними. Зло знову пішло на нашу землю українську. Вранці 24 лютого на Хрещатику було пусто. Ні машин, ні людей. Зараз тут життя, ви бачите. 3 роки. Ну, то есть было пусто. А сейчас, смотрите, не пусто. Хорошо сейчас. Вон, смотрите, сколько людей показали. Представляете? Вообще сейчас отлично. Вот тогда было пусто. Все уехали из Киева, вот эти были очереди, это было ужас и кошмар, никого не было, как в фильме «Слуга народа». А вот сейчас пусто. Сейчас вот смотрите, не пусто. Война идет на пользу. Ну вот, что хорошего случилось за эти 3 года? Что он перечисляет? Что на Крещатике не пусто? Роки тому, записуючи звернення до Дня Незалежності, тут була спалена російська техніка. І тільки такий парад зло може отримати тут, де сьогодні панує наше бажання жити, бути. Так а чего не отримали? Тогда он записывал, да, там показали фрагментик, вот это зло, Россия это зло, только такой парад они могут здесь отменить. А тут сейчас внимание, сейчас видите, как хорошо. Ну, мирный Крещатик, смотрите, вообще нет ничего про войну. Там билборд какой-то натянули, спасите азовцев, ну и все. Ну, вот так. Сьогодні тут українці, тут українки йдуть своїми вулицями під своїми прапорами. Женщины, ну и вот эти вот, которые служивые, то есть, ну это не ТЦКшники, это, видимо, на побывку кто-то приехал, решил заглянуть. Ну, в основном женщины, там, ну, вон старик сзади. Саме завдяки своїм героям, нашим воїнам, хто захищає країну зараз. По поводу этих товарищей уже нашли очень смешную историю. Прошлая вылазка в народ, это было там когда-то, дату не помню, были фотографии, что они фотографировались. И сейчас он типа там с воинами на Крещатике фотографируются. Одни и те же люди, как оказались, ну, видимо, кто-то из охранки или кто-то из тех, кто охраняет офис президента. Но не суть, слушаем смысл. По всій лінії фронту, далеко від свого дому, аби це життя було можливим. Хтось поспішає, хтось просто гуляє, готує каву, робить свою роботу. Хтось везе автівку на фронт, хтось їде по справах працювати на благо людей, а хтось іде по центру свого міста, свого містечка і чує «дякую». От кого? Спасибо, идет по своему городу и слышит спасибо. За что? Це так важливо. Дякую для них, для воїнів. Таке важливе, таке потрібне у ці кілька днів, що вони мають, аби перевести подих трішки. Вот.
Вот это было утром сегодня. Согласие на перемирие, если кто не понял. Ну, типа, это он по тексту же, ну, это же выученный текст, и поэтому, может, не так сакцентировал. Типа, спасибо воинам. То есть, это про воинов было. Им спасибо, это нужно говорить, и это бесспорно. Но, то есть, вот сейчас он говорит, вот это было согласие на перемирие. Перемирие, которое ознаменовалось походом на Теткино, накатами и серьезным Рубиловым, да, вот там, боями. Да. И потом 2 было сообщения о взрывах в Херсоне, все переполошились, что такое, начали там лазить по разным пабликам, потому что, понятное дело, ну, или позже информация приходит, или потом. Оказывается, сообщали, ну, с российской стороны, что была попытка, или там попытались, или перешли на другой берег Днепра, возле Антоновского моста. То есть ВСУ перешли, используя перемирие, вот туда, для того, чтобы там закрепиться, занять позиции. Ну, соответственно, там били по Херсону, били по ним, и там тоже завязалась перестрелка. Но Зеленский на перемирие вот так согласился. А далі продовжувати свою службу Україні, щоб продовжувалось життя в Україні. Всюди, в Києві, у Львові, в Дніпрі, в Харкові, в Одесі, в усій країні, яка живе, щоб боротись і бореться, щоб жити. І це відповідь на питання, чому зло обов'язково програє, і в чому взагалі різниця між ними в Росії і нами. Цю різницю Росія показує кожного 9 травня. Так, и вот тут начинается самое интересное. Говорит, разница в чем? Давайте, ну, это же поздравление с 80-летием победы над нацизмом и памяти. Победа над нацизмом и памяти, так классифицируется праздник. Разница в чем? Ну вот смотрите, каждое 9 мая вот у нас вот так, а там что? Різницю між життям на Майдані Незалежності і парадом страху на Красній площі. Колони з танків, маршируючі коробки вбивць, перевдягнута масовка, напівживі. Вот это вот массовка переодетая. Это сказал человек, который фотографируется с одними и теми же военными по 2 раза через там, год или 2, да? Ну, сейчас я не вспомню дату. Вот это еле живые. І обличчя, які звисока прийматимуть цю ходу. Секта під назвою «Можем повторити». Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила, весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. Это он про Путина. А говорить кому? Си Цзиньпину и целой плеяде гостей, и Фица, представителю там, европейской страны, которая там целой будет говорить им на вот этом параде страха. То есть приезжают высокопоставленные лидеры, от которых в том числе зависит многое на геополитической арене, я имею в виду Си Цзиньпина, да? Ну и Лула тоже, президент Бразилии, он вообще там везет свою мирную инициативу на парад страха. Они вот приезжают это послушать. Ну так, это напоминаю всем. І про блокаду Ленінграду казатимуть саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад цинізму. Інакше просто не назвеш. Парад жовчі, брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм, наче він своїм... Не-не-не, смотрите, вот здесь очень важно. Значит, это не... Смотрите, как это переворачивается история. Даже вот Трамп, хотел вам показать, ну вы сами найдете, там это куча всегда. Он сегодня объявил, что 8 мая это типа Victory Day, День Победы, официально он подписал указ и уже сейчас вот всех поздравляет. Ну там разница часовых поясов, поэтому да, вот день начинается и вот все. Почему сейчас? Потому что ключевая история во Второй мировой войне, самое главное, была вот именно на Европейском театре боевых действий. А нам подают это, что это какие-то союзники, там все страны, союзники, вот они победили. Бесспорно, но они победили осенью, когда там с японцами разобрались уже, понимаете? Там в Африке были бои, там англичане там бились, да, было дело. Но это вот зашита вот эта штука. То есть здесь конкретно в Европе победили там десятки стран-союзников, да, то есть пропахали пол Европы именно советские войска. И это прям очень важно. А при чем здесь Путин?
Объясняем, притом не отбеливая никого, просто объясняем как бы матчасть. Украина не преемница Советского Союза. Она отказалась от этого, потому что были большие долги, и нужно было делить тогда. Ну, были же две субъекта, ну, вообще там больше, субъектов. Они все как бы так отказались от имущества Советского Союза по всему миру в пользу России. То есть Россия получила все посольства, все на свете. То есть переделили. Понятно, вот этот вот золотой фонд, да, то есть там, понятно, деньги, которые шли в центр, в Москву, но и долги, которые выплачивались там очень и очень долго. И поэтому Россия, она правопреемница Советского Союза. То есть вот это здесь очень важно. Не лично Путин, да, но лично Путин может говорить о том, что СССР победили в войне, то есть, а Россия правопреемница. Но это сложно слишком, надо проще. Надо вот у них там плохо, зло, парад цинизма, а у нас, смотрите, мирная жизнь, люди ходят. Руками підіймав прапор перемоги над Рейхстагом у Берліні. Слава Богу, Україна вирвалася з цього всього, цього болота. Слава Богу, Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролись десятки народів. То есть, слава Богу, что мы выбрались с этого болота. С какого болота? С какого? СССР как страна-победительница? И слава Богу, что мы знаем, что десятки народов боролись. Так как кто? Все знали. Там парады каждый год. Участие принимают каждый год разные страны, представители разных народов. В смысле, мы все это знали. Слава Богу, что мы узнали. А сейчас хорошо у нас. Ну, про сейчас потом. 8 мільйонів українців, на жаль, загинули в цій боротьбі. І майже кожна наша родина має фото, береже пам'ять про когось зі своїх. Прадід, бабуся чи прабабуся, або як у мене дідусь. І ті з нас, хто состав ще живих ветеранів Другої світової, пам'ятають, як вони тихо, скромно збирались, без романтики, без пафосу, згадуючи той час, як вони завжди... Привіт. Привет. Всегда привет, понимаете? То есть, в чем упрек? В романтике и пафосе, получается. Ну, вот в этом упрек. Или в чем? То есть, всегда собирались без романтики и пафоса. То есть упрек в том, что вот в победобесии упрек. Ну, окей. Підіймали тост, нехай не буде війни. І майже кожна українська родина сьогодні має героя, який боровся чи бореться з новим злом. Бореться за нашу Україну, наш Київ, за всі наші міста, села, за наших людей, за наше життя. І ось це дуже важливе місце пам'яті показує, чому це життя, чому Україна живе, чому вона сильна. Героям слава. Дякую дуже. Ну, в общем, место понятно. То есть, смотрите, задумка, ну, в общем, поздравил так поздравил. То есть, там парады и победобесие. Этот циничный парад никому не нужен, вот это все плохо. А у нас что? А у нас вот место памяти с кучей флажков и превращенный в поминальный зал, да, огромных масштабов и под открытым небом Майдан Независимости с 2014 года, с расстрелянными там. И вот сейчас там как бы традиция, флажки, да, вот, вставлять там об убитых. Хотя там вставляют и Фарион туда поставили, и в общем там. Ну, то есть культ там победобесия против культа. Ну вот правда, как люди говорили, в гимне написано «Ще не вмерла Украина», да, получается, культ смерти, да. Но слава Богу, что мы вырвались от победобесия к культу смерти и памяти о своих ушедших. То есть, смотрите, выбор между этим, и он читается. О самой форме, о том, как это происходило, конечно, потом распространили вот такое видео. Значит, это
двое нетрезвых мужчин. Один другого снимает. Видят, идут. Кто идет? Какие-то люди с какими-то странными портфелями, тоненькими, с зашитыми бронепластинами там. Такие все, ну, такие плечистые, но обычно одетые. Джинсики там по-разному, в гражданке. И он идет вот это вот с телефоном. Та ні, не йди туди. Та не йди туди, Гілю. Ну и тут ему человек, который его снимает, говорит, не иди туда, ты что? Ну и тут вот этот человек, ну просто, наверное, сознательный гражданин, который проходил мимо, да, решил убрать пьяного с пути президентского. А тут хотел что-то спросить. Ми звиняємося. Що, дурак, президент, это ты, блядь, А Гілю. я депутат. А что, мы от президента? Он депутат. Не, ну он, конечно, если бы еще накатил, мог бы быть императором. Это не суть. Но тут же важен момент, очень важный. Ну, вот такой, как такой, а? Зачем это? Ну, вот зачем это? И причем все расфойсили, все показали, украинские паблики все, вот смотрите. Да потому что демократия. Да, охранники идут там, мало ли что. Просто в сторону рукой, и тот извиняется. Представляете, можно вот так идти по улице по Крещатику и видеть, как президент идет и записывает что-то на телефон. Обращение с очередным днем памяти. И ему ничего не сделали. И вообще, смотрите, какая у нас классная мирная жизнь. Вот это ж показали в сегодняшнем обращении к 8 мая. Люди ходят, там эти мужики, там какие-то женщины, все в своих делах. Там же президент рассказывал, Зеленский, что по делам, кто-то везет на фронт машину, кто-то кофе заваривает. Но этот точно кофе не заваривал. Ну и вот так вот с ним, видите, как ничего ему. Ничего. Какой у нас все-таки милостивый государь. Какой вот все-таки вот, можно вот так прям пойти пьяному, и вот охранник просто рукой махнет, и все поймут. А какое уважение, это ж подойти что-то хотел спросить, наверное, отдельное. Да, он бы, конечно, постеснялся, но он же выпивший, да, все-таки 8 мая. Выпил, наверное, вспоминал там на Майдане, флажки посмотрел, вот эти, которые Зеленский показал. То есть целая история. Политтехнологическая, вот так показанная. Представляете? Какая демократия в стране? Просто необыкновенная. Люди ходят, жизнь идет, кипит. 4-й год войны, ничего страшного. Ну, все хорошо. Все у нас хорошо. Давайте немножко о 9 мая и о том, как вот этой всей идеологией, в том числе, и, ну вот как квинтэссенция всего, то, что мы слышали, вот эти параллели между парадом и что у нас, а у нас вот Майдан с флажками и жизнь идет, пьяные ходят, ну или там просто люди ходят, там, да, украинки и украинцы по делам, на работу, вот. А у них парад, победобесие, а у нас вот такая память, тихо, мы вспоминаем. Вот мы благородные, они плохие. Так нам говорит Зеленский. Откуда это все? Да вот отсюда. Найбільша брехня у світі – це так званий День перемоги. Документально доведено, що у 39-му радянська влада підписала таємну угоду з фашистською Німеччиною. Значит, это агитка. Значит, День Победы – фейк. Не ведитесь. Нет Дня Победы. И пошли аргументы. Значит, тайное соглашение с фашистами. Гитлер и Сталин подписали. Вони домовилися роздерти Європу. Німеччина напала із заходу, радянські війська зі сходу. Польщу поділили. Україну затисли між двома агресорами. Вот этого я, конечно, не понял. Значит, Украину зажали между двух агрессоров. Какую Украину зажали между двух агрессоров? Вот это вот, что нам показали? И прям между двумя агрессорами. То есть подсознательно нам говорят, что Украина была зажата между двух агрессоров. Представляете, какая история? А это какая Украина имеется в виду? Вот это вот вся, смотрите, с Крымом, с Луганском, с Киевом, да, вот это вот по Днепру колется, сжимают тисками. Ну, абсолютная, как бы, пропагандистская чушь. Деякий час вони співпрацювали. Радянський режим постачав ресурси, а в окупованих містах вони проводили спільні паради. Тим часом українців масово відправляли на фронт без права вибору. Представляете? Иди на фронт, говорили.
без выбора. України близько 8 мільйонів. Кожен шостий не повернувся. Наш народ виживав на межі. Коли Німеччина захотіла все, вона порушила домовленості й ударила по радянській імперії. Тільки після цього Москва почала називати себе визволителем. Факт змови двох режимів приховували десятиліттями. Документи розсекретили лише наприкінці 20-го століття. Для українців трагедія не завершилася. Боротьба Ага, смотрите, то есть вот это вот нам коротко описали историю Великой Отечественной войны. То есть они собрались, решили, вот бедная Украина, ее там, ну забыли, там, да, там, Украина, да, какой там год этого соглашения тайного между Гитлером и Сталином, да, между СССР и Рейхом. Ну вот так, это не надо ничего знать. Да? А что там было на территории Украины до, там, после гражданской войны, когда большевики, ну скажем так, создали СССР, да? УССР сначала создали в Харькове, а потом СССР. То есть, ну что было, неважно. Важно вот, чтобы ты понял, что Украина была всегда вот зажата. Вот бедные мы несчастные, нас раскололи, но мы-то сейчас-то не так, сейчас мы боремся тоже, продолжаем. за свободу України тривала роками. Совок не перемагав зло. Він був його союзником і успадкував його. І сьогодні повторюють усе під И сейчас быстренько нарезки, так, чтобы никто ничего не понял и не успел прочитать, кадры разрушенных городов, преимущественно на Донбассе. іншими кольорами. 8 травня – День пам'яті і правди. Ми пам'ятаємо кожного. Ми – Україна. Ми Ну, понятно, то есть День памяти и правды. Вот такая правда, да. На днях распространили, это местный телеканал, опрос среди жителей Запорожья, областного центра Запорожья, сам именно Запорожье. Распространили вот такой, ну, как вам сказать, ну, вот такой опрос среди людей. И вот это просто запорожцы, люди, которые там живут в Запорожье, жители города, которые там разные есть, там кто-то вынужден был уехать с неподконтрольных территорий. И у них спрашивают так, 8 или 9? 9-го. А чому 9? А потому что я привык. А какая, в принципе, разница вопрос? Ні, я у вас питаю. Не, а я у вас пытаю. А какая разница? Ви світ святкує 8-го? Не святкує, це не свято, це День пам'яті. Наверное, вы правы. 8 травня. Ну, то есть, да, ну, мы не празднуем, у нас память, ну, значит, право. Ну, это 8 число. А що є такий день? 9 числа. А чому 9? Ну, потому что батя мой победил 9 мая. Я даже не помню, ну я даже... Ну, вот выходит мужик, мой батя 9 мая победил. А вы там как? Ну, это, я праздную 9. А этот ничего вообще не помнит. Да, 9-го, да, даже было. Нет у меня такого. Ну, 9. 9, не 8. Не 8. А чому 9? Ну, всі звикли так. Тому я не знаю, скільки повинно пройти часу, щоб звикнути до нової дати. 9 травня мы всегда выходили на парад, вот тут в Запорожье был парад, мы стояли живой полосой пионеры с цветами, шли ветераны, мы им дарили. Я уважаю их путь, ну, как дочь, поэтому почему я должна... Ну, как би, у нас у кожного є історія, у кожної сім'ї. Для мене 8, як і для всього світу. Тому що перемога була 8-го. Весь світ переміг, а вже наступного дня росіяни вирішили перемогти ще раз, бо без них всіх перемогли. Ну, это вот человек, который вот примерно вот такие ролики, да, или вот так создает. То есть 8-го, потому что они решили, подождите, все победили, а мы что не победили. То есть это вот в голове, это на языке. Поэтому 8-го. А это россияне себе придумали. Какие россияне? Ну, какие россияне? СССР, в смысле? Да, придумали? А ничего, что там, сколько, 12, по-моему, ну, я не помню сейчас, часовых поясов, или 8. 8 часовых поясов было в этой стране, да? Или 10, ну, в общем, да, то есть часовых поясов. 8-го победили, потому что 9-го захотели, потому что для себя захотели. Вони захотіли ще раз, щоб у них теж був свій праздник, щоб було з чого біситися на протязі 70 років. Всегда было 9, поэтому 8, честно говоря, наверное, нет. Всегда именно 9. По указу президента у нас 8 мая считается. А когда, если не секрет? Потому что я, если честно, не знал. Відзначати ми не відзначаємо, але завжди пам'ятаємо про це. Честно говоря, тут надо именно вспоминать тех, кто победил. А
Не знаю, вот это всякое победобесие, нет, я не отмечаю, честно говоря. Зараз праздників нема, ще свят немає, не знаю, ми нічого не відмічаємо. Ну, відмічали, раніше відмічали. Робила на заводі, відмічали, ходили на этот парад, а зараз ніхто нічого. Зазвичай саме я не відзначаю, але, скажімо так, іноді по роботі приймав участь у заходах, тому просто знаю, що це за день. Ну, і якби... Ну, там обрезано, это у этого человека написано Суспильно. Наверное, какой-то этот оператор, наверное, какой-то. Ну, у кого еще снять? Это местному каналу. Суспильно, это же как бы канал, там, да, оператор чей-то. Разделяю. Как-то именно праздник этот сам по себе не праздную, но понимать понятия имею и все. А так это все сейчас уже завуалировано и начало сильно разыгрываться этой темой. И на любые, ну, уже в любые русла ее уже пихают, и поэтому как-то нейтрально к этому отношусь. У меня батя воевал, поэтому я обязан. Как обычно. Как и всегда. Как и раньше. Ну, а як раніше? Святкую. Я не знаю, как это сказать. Водку пью, там, что-то этот, как его называют. Ну, может, вина, я не знаю. Наверное, потому что уже нету дедушек, бабушек, поэтому не відзначаємо. Чисто с этой позиции, наверное. Ну, то есть, это, представляете, к мужику бежит там. Ну как? Ну скажи, ну как ты отмечаешь? Ну, это, он же должен как бы выдавить из него, что там цветы куда-то пойду положу, если есть куда еще, да, там какие-то... Вот такой опрос в Запорожье. Ну, вообще, конечно, да. Ну, давайте еще вот эту историю с Днем Победы. И вот что такое победобесие? Смотрите, у нас мир очень сильно изменился. Мир вообще, ну, это, конечно, ну, мир модерна, там, понятий, моды, каких-то вещей. Поэтому изменились и подходы к тем или иным, ну, там, атрибутам. И он менялся, как осовременивался, так вот и менялся. Сейчас вообще там какие-то будут другие истории. Там следующее поколение, еще что-то. Но фишка в том, что оно передается из поколения в поколение. Есть дуристика, я согласен. Кто-то предпочитает тихо отметить этот день. Его право, ни в коем случае. Но это все можно объяснить трендами мировыми. Вот вам мировой тренд. Все же знают, что в Британии, ну, долго Илона Маска, да, за вот этот жест сердца солнца, его там критикуют. Так вот, в Британии нашли 98-летнего деда, ветерана Второй мировой, деда, который, и вот нашли его и сняли с ним вот такое видео. Танк против Теслы. My name is Ken Turner and I'm 98 years old and I've served in the British Army in World War II, as did this Sherman tank. Ну, в общем, понятно. Он говорит, я ветеран такой-то, такой-то, это танк Шерман. I'm old enough to have seen fascism the first time around. Now it's coming back. Фашизм вернулся, блин. Но я еще могу. Elon Musk, the richest man in the world, is using his immense power to support the far right in Europe. And his money comes from Tesla cars. Значит, он самый богатый человек, его деньги пришли, Илон Маск, от Теслы. Well, I've got this message from Mr. Musk. We've crushed fascism before, and we'll crush it again. Короче, дед говорит, можем повторить. Мы вот победили фашизм до, и вот он почему-то считает Маска фашизмом, его деньги фашистом, его деньги от Теслы, и поэтому вот сейчас вот полетели. Давай, дед. Фашизм на номерах. Красиво все сняли, красиво, с разных ракурсов. Дед драт там сидит, дали в танке проехаться в 98 лет. Понимаете? Ну вот, может мне кто-нибудь сказать, а как вот это классифицировать? Вот это вот что? Ну, нет, это не победобесие. Это не то. Не то. Но не совсем то. Но фактически это используют элементы для вот текущей политической ситуации. Так и Россия использует элементы победы
парады, акции для текущей политической ситуации. Так и Россия берет вот эту войну и накладывает ее на там вот те прошлые подвиги дедов. Так а вы что так не делаете? Ну вы чего-то... Дед из Британии 98 лет. И то его откопали, посадили в танк, говорит, дави Теслу. Ну сейчас нам надо, ну как бы против Маска мы что выступаем, акции проводим. А мы, пишет там Зеленский в Телеграме, мы не отдаем. Отдали уже, все отдали. Слава богу, говорит, вырвались и знаем, что это там народы побеждали в этой коалиции против антигитлеровской. Ну вот так. Вообще, конечно, эти пожилые люди, это, конечно, нечто. Значит, очень интересно. Лукашенко тоже приехал. Лукашенко опять прощается. Сегодня вышел Лукашенко с заявлением и намеком, что, ну, собственно, скоро будет уходить на покой и надо передавать уже власть молодым 50-летним. Как вам я обещал, фактически новое поколение приведено к власти. Ну, я немножко задержался, но потерпите, должны же быть и опытные люди. У нас они есть. Но молодежь пришла. Вот вы посмотрите и сделаете вывод, к чему способна наша молодежь. Ну, как молодежь? Новое поколение, следующее поколение. 50 и больше, она уже не такая молодежь. Да, 50 и больше, не такая молодежь. К чему я показываю сейчас Лукашенко именно вот так, да? Ну, потому что есть преемственность поколений, есть какие-то там, мудрость должна быть какая-то, еще что-то. Но комментатор, ну, разного фуфломицина и, конечно же, иногда около политических тем, но очень аккуратно, гость тоже и моего канала когда-то давно, значит, доктор Комаровский. А он как бы другого мнения. Кто, по вашему мнению, из политиков наиболее психически стоек, здоров, а к кому следовало бы присмотреться повнимательнее? Смотрите, я фамилии называть не буду, потому что это чистая желтизна, и я не хочу. Значит, запомнили, фамилии называть не будет. А ему спросили там, ну, как возраст, на политику, как врач, скажите. Ну, очень интересно. Но это чистая желтизна. Могу только сказать, что вот я как человек уже не самый молодой, тем не менее могу сказать, что на сегодня моя производительность намного ниже, чем 20 лет назад. Я очень много успеваю, но я, тем не менее, однозначно успеваю меньше, чем раньше. Вот. И я точно понимаю, что, может быть, лет 20 назад я бы, может быть, еще и дернулся приблизиться к политике, а сейчас так точно нет. Так точно нет. Вот, поэтому я, в принципе, не понимаю, как человек за 70 может тянуть этот груз. За 70? Вообще нереально. Президентом быть, вообще там лидером страны, представляете? Сколько там Путину, Си Цзиньпину, Трампу. Особенно в современных условиях. Ну, давайте хорошо посмотрим на того же Зеленского. Ну, может ли вот его образ жизни, его режим, количество поездок, встреч, это что, может выдержать человек в 70 лет? Я считаю, что нет. Это безумие. Но, в принципе, выбрать президентом самой мощной страны в мире человека в 78 лет, ну, мне кажется, что Америка поменяла человека с явными признаками старческой деменции. Ну, однозначно. Байден был очень тяжело болен. Это было... Смотрите, это не делает его хуже или лучше. Это констатация факта. Байден был реально тяжело болен. Но, послушайте, неужели мы не видим в речах Трампа логических неувязок, несостыковок, совершенно вольного оперирования цифрами? Неужели это только характер? Это не уровень когнитивных функций, способность запоминать, способность оперировать массивами данных и так далее, и так далее. Он искренне удивляется вещам. Он, например, он недавно узнал, что, оказывается, Россия на международном уровне не играет в футбол. Вот для него это было открытие, что оказывается, так мы же им пообещаем, что мы их пустим на чемпионат мира, и они поэтому перестанут стрелять, понимаете? Это логика, ну не знаю, дростка, какого подростка? Ну, детсадовца чисто, понимаете? И просто другой вопрос, что весь мир вот на это все смотрит. Угу. Нормальное продвижение плана. Зеленский молодой. Ох, видите, как ему тяжело. А это вообще уже куда? Футбол какой-то. Но без фамилий. Вы слышали, да? Без фамилий.
Вообще по поводу Трампа сейчас очень много разных вещей, значит, гуляет в сети. Вот, смотрите, есть такие таблички, ну, как бы, напишите, если вы попадались такие, как бы генератор, там несколько столбиков, там 3-4 я встречал, и тут несколько фраз. И ты складываешь из любое слово и получаешь там какую-то умную фразу, ничего не обозначающую. Вот нашли в сети теперь уже и как вообще строит речи Трамп. Да, вот, ну, Трамп, да, как он вообще отвечает на вопросы, говорит, вот, Трамп риторический. У деда словесный понос, ну мы это же видим абсолютно. Он какой-то президент социальных сетей. То есть вот сел, что-то там написал такое, все пытаются расшифровать. И есть же такие, любят рисовать картинки, бинго, построй фразу из разных квадратиков. Вот построить текст Трампа, в принципе, несложно. У нас сегодня великолепный с вами разговор, отличный день. Вы блестящий собеседник, я скажу вам действительно важные вещи, которые просто потрясут весь мир. Но я должен буду сделать ряд резких заявлений. Вы их должны принять, иначе будут чудовищные последствия. Но я надеюсь, вы их не примете, поэтому мы отлично поладим с вами. Но если не поладим, вы должны знать, что будет тогда так, что вы содрогнетесь. Но я рассчитываю на ваше благоразумие, потому что вы отличный человек. Вы мне нравитесь. Но знайте, это только сейчас, потому что мы сами общаемся. Мой предшественник был идиотом, он все провалил. Но такое больше не повторится никогда. Америка будет снова великой, потому что я президент. Я, кстати, красавчик, я в отличной форме. Лучший в мире сдал когнитивный тест. Никто не мог его сдать, никто не мог справиться. Я сейчас вам расскажу про свой когнитивный тест, он отличный. Кстати, Георгий тоже молодец. Уверен, он тоже с ним бы справился, но он смотрит сейчас на меня и понимает величие Америки. Да здравствует Трамп. Ну вот так, понимаете? То есть уже рассекретили Трампа. Давайте к серьезным темам все-таки, потому что на самом деле чего ждать от войны? Ну вот чего ждать? Какой будет война? Есть мнение, что достаточно тяжелой, потому что у Украины нет союзников. В очередных студиях все вот показывают Швайку, да, с эфиров, там, как он искрометно, но у него же есть визави, а на визави никто внимания не обращает, а говорит же страшные вещи. Те, що у нас є ще одна проблема велика, в нас немає ні одного військового союзника, а у нашого ворога їх достатньо. Починається ОДКБ формально на війну, він є, а у нас до сих пір партнери, і от питання, що буде далі, Україна... Щит Європи ми. При цьому. Щит Європи може бути як плато географічне, да, ми на щиту Європи знаходимося, але в нас велике питання, нас би врятувало і нашу, ну, взагалі ситуацію, перемогу цивілізації, так називаємо, якщо б цивілізація взялась за зброю. На жаль, сьогодні вся цивілізація в Україні зібралася, а щось вся Європа мовчить. І з другого фронту ми так довго не протримуємось по одній простій причині, у нас немає військових союзників. А наші партнери, вони... Ну, в общем, союзников у нас нет, партнеры так себе, без второго фронта мы не продержимся. Это тоже очень интересный нарратив, который я хочу, чтобы там, ну, мы запомнили. Потому что на самом деле, ну, понятно, Швайка, да, министр, да, там, вот этот товарищ, да, вылетела фамилия из головы сейчас, ну, напишите, если узнали его. Тот, который там закупки проводил на телевидении, там вот это, там вот защита прав потребителей, вот такая была история. Ну ничего, нормально вот служит, защищает теперь Украину, да, то есть в студии, он в форме, в чистенькой, вот это вот рассуждает. Но нарратив-то какой? Не будет ничего без второго фронта. Отсылка, да, к там, событиям Второй мировой, то есть вот второй фронт. То есть нам вбивают в голову, что нам нужен второй фронт. Поэтому все надо сделать для того, чтобы кто-то еще вступил в войну против России, ну или союзника России, например, там Беларусь, почему нет? Ну или там кого-то еще, чтобы, может, там с корейцами кто-то, а там же стратегический союз. На корейцев вряд ли рыпнутся, те такие, что могут и жахнуть, не будут долго там тянуть. Ну какой-то должен быть второй фронт. Это вот таким вот образом формируется, ну, скажем, вот такое будущее у нас. Союзников нет, есть надежда только на второй фронт. Ну и, конечно, на бузифицированных, а их ловят как могут. Значит, Харьков. Умопомрачительная история. Ну, то есть крутят его, вставай, говорят, тут не пойду, пойдешь, не давай по-хорошему, давай, нет, не буду, нет. И вот это вот все.
Успокойся, я сказал, нахуй, не нервируй. Да мне похуй, что ты там дернешь, не слышишь. Дима, успокойся. Дима. То есть этот один военком другому говорит: Дима, успокойся, что ты его там это самое, там, да, его там крутишь, больно. Ну, говорит, в общем, не хочешь так, мы тебя понесем. Ну и начинают нести. Помогите! Откуда он? Сейчас у нас должен быть. Ну нахуя, мужик? В общем, это долго, эта история продолжается, и там, да, скажем, два момента здесь, которые принципиально важны. Вот его потянули. Ну и так еще так, чтобы как бы позговорчивее был, еще и там хряпнули его еще по голове. Ну, как бы он же будущий защитник. Нормально все. То есть все хорошо. Ну, и потащили, в общем, в бусик. Меня здесь возмущает, там же тоже мужики сидят, вот это вот через щелочку, это гаражи, и вот это они вот тут снимают. Вот это. Контент. А он же кричит: помогите, и поворачивается туда. Он знает, что они там есть. Ну, что может как-то вот там, ну, может там как-то... Они долго с ним вот это возились, разговаривали. Понимаете? Ну, вот так вот в Харькове. Одни ничего не могут сделать, да? Их вот это вот забирают. Помогите! Ну, не ори, подзатыльника тебе, понимаете? А другие вот это вот сидят и снимают. Он поворачивается, ну там, помогите. Харьков отличился сегодня на самом деле. Ну вот очередной велосипедист. Воет не своим голосом. И там его снимают, но никто ему не помогает. А в Одессе помогают. В Одесской области сегодня произошла история. Приехали ТЦКшники на ферму мужиков забирать. Ну и получился бабий бунт. 2 человека забирали. Снимайте, давай. Нет. Камера снимает. Ну, в общем, отбили. Отбили, в общем, этот, скажем так, двоих человек у ТЦКшников. Там навешали этим ТЦКшникам, бабоньки вышли. И давай вот это вот как есть, да. Просто, скажем, ужасная история. Но там проще, у них ферма, они понимают, что никто не постоит ни за кого. На гаражах опаснее. На гаражах никто не вступится. История, которая сегодня вообще, как бы людоловство вот это, оно оказалось заразное. Вот это вот народный депутат, слуга народа, рассказал, как эволюционирует людоловство. Значит, людоловством, оказывается, занимаются уже не только ТЦКшники, а й пограничники. Щойно повідомили, що у Чернівцях прикордонники викрали з вокзалу члена штатної збірної команди України, а штатні збірники у нас бронюються в Україні відповідно до норм чинного законодавства. Викрили його з інвентарем спортивним, завезли в Чернівецький прикордонний загін, там оформили паралельні документи там з підробними його підписами і сказали: або ти йдеш до нас служити в прикордонники, або підеш через ТЦК. Ну, з супровідними, з відповідними там тисками і тому подібними. То есть черновцы, пограничники приехали, знают, что человек член сборной команды по какому-то виду спорта. Ну, мужик здоровый, он там что-то тренировался с инвентарем каким-то. Ну, вряд ли это гиря или штанга, наверное, какой-то другой инвентарь, но он член сборной Украины. Они его скрутили и повезли в пограничный отряд. Говорят: значит так, будешь у нас пограничником. В смысле? Ну, так, написали все. Или через ТЦК. Ну, через ТЦК, видимо, не пустили, потому что он же, как бы, у него бронь должна быть. Деякими знущаннями. Ви уявляєте, до чого низько у нас
опустилися бусифікатори. Члена штатної збірної України викрили. Наплювати їм на те, що він їм показував документи і тому подібне. Просто ось так уже діють. Нижче плінтуса і нижче дна. На кого ці люди працюють? На ворогів виходить, що? Поки що не називаю прізвище, перевіряю інформацію, деяку супутню, дам знати про... Ну, понятно. То есть, людоловство, ну, как воздушно-капельным путем. Пришли, охомутали, ТЦК пойдешь. А в ТЦК тебе куда? На 0. А так будешь пограничником. Будешь, так сказать, границу охранять. Наверное, там бегает быстро или такой, да, что может там, догнать какого-то. Или может пловец. Может это инвентарь спортивный, о котором Мазурашу депутат говорит. Это шапочка. Да, вот с шапочкой прям выкрали пловца. Говоришь, будешь в кисе плыть и вот так за ноги хватать, чтобы, не дай бог, не доплыть до того берега. Ну, в Черновцах тисы нет, но тем не менее. То есть, понимаете, какой маразм происходит сейчас? И это вот все, вот бусификация, которая заразная прямо сейчас по стране шагает. Ну, еще одна беда, которая, знаете, им числа не счесть, кроме бусификации. Ну, все ж хорошо у нас, Зеленский говорит. Смотрите, какая свободная страна. Одесса. Скандал с таксистом. Клиентка хотела, чтобы с ней на украинском говорили. И вообще, что русскую музыку слушает негодяй в салоне? Вимкніть, будь ласка, російську музику. Выключите, пожалуйста, российскую музыку, она говорит. Я думаю, що Это вот все, ми то живемо есть в разве так певній віці, нам буде можно? очевидно, правда? Ну, тут как Вимкніть, будь бы, ласка, мову ну, ворога. в общем, матерится, кто-то ее как бы обижает. Це зараз серйозно? Ну и Готуйтеся до того, що я поскаржусь на вас. я буду на вас жаловаться, пожалуйста, за что? За то, что вы включаете. Я не буду включать, я хочу, что хочу слушать. Такой вот борзый таксист в Одессе получился. Выйди с машины. Ну, ругаются. И как бы российский контент снова помешал. Скандал до неба. Ну, таксист оказался не промах, выгнал ее, в общем. Но за это надо бить по морде. Были таких два брата Капрановых. Значит, они писали детские книжки, были популярны. Два брата-близнеца. Один из них умер. А второй вот решил выйти в свет с очень глубокой мыслью. Робити з людьми, які слухають російський контент, чмирити на Чмырить надо людей, которые слушают российский контент. всіх рівнях, не боятися. Чмирити, зневажати, насміхатися, брати на кпини, бити по морді. И по морде еще. Чмырить и по морде, если ты слушаешь российский контент. Тільки таким чином їм можна щось пояснити. Якщо людина не розуміє, що сьогодні не можна мати справи з окупантом ніякої, ніде, значить... Подождите, с каким оккупантом? Ну, то есть, человек слушает там аудиокнижку на русском или музыку включил себе по-русски, да? Какие-то там треки. А он, получается, имеет с оккупантом отношения. Так а если это песни еще там, бог знает какие, это тоже с оккупантом имеет отношение? У неї нема розуму. От так повинна відбуватися робота. Смотрите, как нравится собеседница, журналист. Гляньте, она классно. Вырежу классный кусок в интернете. Шум покажет. И там какие-то другие паблики опубликуют. Ай, классно. Вот молодец. Подібним персонажем. Ох, щас у ботів підгорить, в коментарях напишуть, як ви ущемляєте, це ж культура, вона вне політики. Ну да, понимаете? Аж так вот понравилось ей. На самом деле это очень серьезный вопрос. Это крайне серьезный вопрос. Потому что он оборачивается другим. Когда говорят, будут бить по морде, да, будут... Ну вот другим он оборачивается. Он оборачивается, например, вот таким. Это статистика, да, количество открытых и закрытых физических лиц предпринимателей. Ну, это маленький процент в этом, но есть. Да?
Значит, в 21 году вот там открыто чуть-чуть больше, там, понятно, в 22-м война, там, позакрывались много, чуть-чуть вырвалось в 23-м, 24-й был нормальный, вот сейчас 25-й, ну, это поточные показатели. Выросло просто неимоверно. Закрытых ФОПов. Бизнес уходит, не верит он в такую страну, где вот это вот происходит. Таксисты там не верят, которые на ФОПах, которые вот эти там люди, которые торгуют, которым говорят, украинскую давай, там что-то. Ну, они не могут работать. От этих в том числе правил. Кремень тут он выдает базу за базой, мовный омбудсмен. Говорит, вообще надо, знаете что, надо как-то вот закон принять, чтобы в интернете, там в соцсети X не писали по-русски, и вообще там в других ресурсах, в соцсетях. Надо вообще следить за, как вы пишете в соцсетях. По-русски, о, все, агент Кремля. Но самое страшное, все-таки это вот это. Это публикация одного из СМИ. Пытаются эвакуировать женщин. Бахает страшно, дроны летают, опасность. Они вот эти женщины в возрасте, там бабушки, пытаются эвакуировать. Едет там капеллан, это линия фронта, говорят, повезем в Днепропетровскую область, не переживайте, там в Павлоград. Они не хотят ехать. Я разговариваю по-русски, и в Западную Украину я поеду. Можно ехать в Ирпень, там размовляют на украинском, на российском. Не хочете? Так не разрешают же. Кто не разрешает? Да уже вообще запретили. То есть, говорит, ну, так едьте в Ирпень, там по-русски говорят. Так не разрешаете вы говорить. Ну, не разрешаете. И тут дрон пролетел. Жить. Все эвакуаторы спрятались под деревья. Он полетел. Это наш. Женщины так и сидят, это наш. Тетя Галя сейчас думає. Тетя Галя, поехали с нами на эвакуацию? Если сюда зайдут кацапы, вы все равно в своем доме не останетесь. Так Вас хочеться вывезут і на- коли Поїхали, ми вас не кинемо. Хансен містечко вас от переділимо, це дуже хороший умов. паспорт згорів. Нічого, тим більше в Павлограді оформимо паспорт вам безкоштовно. Поїхали? Давайте, ми заберемо, допоможемо вам, оформимо всі документи. Так уже пусть везут Поміч туди фінансово. Ясно, все. Я сам капелан, священник. Капелан. Це капелани, що приїжджають. Ну, так ти не хочеш? Ні, я не поїду. Поїдете зі мною, бабусь? Поїду. Давай, собираем вещи. Ну, то есть бабушка поехала, у нее сгорел паспорт, они пообещали новый паспорт, какие-то палатки, условия. Женщина, которая чуть постарше, отказалась ехать. И в споре, да, и говорит, ну там, почему, там, вот смотрите, вы там, что-то сразу на Западную Украину поедете, вот туда, туда. Они говорят, нет, так вы же не разрешаете по-русски говорить. Вот из-за таких Капрановых, из-за вот этих всех провокаторов такси, из-за вот этой кремень этот, да, который там в соцсетях. Вот такая вот история. Просто посходили с ума. Причем такая интересная особенность. 22 год многие, там, и я таких людей знаю, что они говорили по-русски всю жизнь, да, и перешли на украинский сознательно. Ну, вот, потому что они возмутились этой агрессией. И вот, не то, что они поддержали вот этот тренд, что русские в чем-то виноваты, но они просто решили, что они будут говорить по-украински. Как бы в знак протеста то, что ну, там, люди, которые говорят по-русски, их начали бомбить. Да? Ну, так они вернулись назад, потому что они посмотрели на это все. И говорят, нет, мы будем говорить по-русски, потому что мы, во-первых, не настоящие, во-вторых, мы вот смотрим, как притесняют русскоязычных, а мы отменяем свое решение. Но есть-то и другие. Есть те, которые перешли на украинский и чмырят тех, кто не перешел. И чмырят их, кляузы строчат, вот это вот все. Понимаете? Как вот жить в этом обществе? А потом... Женщины с передовой не хотят уезжать. Они лучше погибнут. Да, там права, там эта собеседница бойкая, капеллана. Там, возможно, камня на камне не останется от твоего дома и от тебя, и вот во время этой войны, когда там... Но они не могут туда поехать. Там, ну, опять-таки, это люди, которые, ну а как, я не хочу, я хочу по-русски говорить, а мне запрещают. Кто запрещает? Конституция, все дела, права. Да вот эти и запрещают. Как-то так, дорогие друзья. Как-то так. Обидно это все. Обидно. Получается такой феномен абсолютно ненужных
ненужных людей. Значит, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса, в котором вы принимали участие. Как вы относитесь к сделке с Соединенными Штатами Америки? Спасибо большое, больше 10 тысяч голосов мы получили. 8% положительно, наконец-то заживем с американцами. 24% Филькина грамота это, после Зеленского все отменят. 25% мне все равно, лишь бы был мир. И 44% негативно. Проиграли и продались. Вот как-то так. Спасибо большое, что участвуете. Спасибо большое, Анна Салам. Значит, рабов продавать не голосовали. Знак вопроса. Нет, не голосовали. Значит, по поводу рабов. Артем Синько, спасибо за поддержку и за то, что участвуете в чате. Непосредственно в чате. Суперчате, если доступна у вас, в вашей стране эта функция, если там недоступна, то в любом случае спасибо большое и за лайк, и за комментарии, и за поддержку, потому что для алгоритмов YouTube это вот очень важно сейчас понять, кто или откуда. Да, тут, собственно, пишут люди в чате трансляции, значит, Александр, будешь завтра смотреть Парад Победы. В прямом эфире не знаю, как смотреть, посмотрим, если там будет какой-то стрим. Появится в прямом, вряд ли. Надо поработать немного, чтобы завтра были интересные у вас тоже и гости, и шум, чтобы был интересен. Фрагментами буду. В прямом не знаю. Посмотрим. Значит, в связи со сделкой минералом Украина продана теперь официально. Полуофициально, Владимир Шабанов спрашивает. Там понятно, что еще фонд не создали, что там будет и что проголосовано, пока непонятно. Петро Порошенко. До шелеста только сейчас дошло, что происходит маразм. Петро Порошенко на суржике написал. Да. Спасибо большое за этот ник под Петра Алексеевича, который, кстати, а что вы за сделку голосовали? Да? Хочется спросить у человека с его аватаркой. Значит, да, весь мир с вами. Был такой мем. Действительно. Как ни крути, вот так пытались говорить и пытались... Смотрите, тут по поводу вопросов, наверное, у матросов нет вопросов, насколько я понимаю, и достаточно спасибо, время позднее, собрал для вас по максимуму все, о чем хочу, чтобы вы тоже пошумели в комментариях, поэтому давайте так, не пропускайте вот эту возможность. Из клуба зрителей есть вопрос с телеграмма Вальтер, пользователь. Александр, как вы считаете, 9 мая нападение новое в Курской области и форсирование Днепра-Антоновского моста на Херсонщине – это пиар-акция по срыву переговоров? У меня складывается именно такое впечатление. Да, я считаю, что это пиар-акция по срыву переговоров. Отвечаю я Вальтеру из клуба зрителей, потому что у нас сегодня есть заявление Ушакова, да? Заявление Ушакова, который четко сказал, что вот мы посмотрим, как будут дальше, как поведут себя украинцы и вообще фронт, как поведет себя в дни перемирия. И дальше будем предпринимать решение, как будет вести себя Россия на этих переговорах. Зато у Трампа все хорошо. Все хорошо. Америка великая. Все хорошо. Сергей Михайлов, с Днем Победы. Евгений, вопрос приветствую. Значит, Александр задавал вопрос, когда вас ждать в Российской Федерации или совсем не ждать, но мы ждем. Не ждите, ждите, если хотите. Какая Российская Федерация? Успокойтесь. То есть, да, давайте так. Может, загляну, посмотрю через годика 2 после войны, да, когда все наладится, кровь, конечно, не уляжется, потому что я не видел никогда Российской Федерации, поэтому предполагаю. Но эти все уголовные производства и всякие статусы, и всякие моменты, это вы же понимаете. То есть... Поэтому, не ждать. Поэтому не буду. Вы ждите, но там меня не ждать. Ольга, спасибо большое. Трамп бабки сделал, Вадим Романов. Да, Ольге спасибо за хороший отзыв, за то, что в столь поздний час остаетесь с нами. 23:40 уже. Это
Значит, Надежда Трофимчик, канал «Говорящая голова» ваш? Нет, это не мой канал, но это человека я знаю, и он делает нарезки какие-то там, ну, с моего разрешения. Я понимаю, почему вы спрашиваете, потому что там он показывает в Украине, да, то есть я понимаю. А другие каналы, как бы, они берут просто так. Ну, берут и берут, это ж как бы YouTube. Шелест, весь мир с нами, спасибо большое. Николай, здоровья, сил, спасибо большое. Саша, мир с вами не весь, того мира нет. Ну, да. Значит, да, пару дней будет, пока перемирие, людоловы повылазили по всей стране. Это точно, это им как отмашка. Одесса, вот село, Харьков, то есть полетели, да, действительно. Значит, с праздником тут всех поздравляют. Белый дым, папу выбрали. Да, давайте на этом и завершим наш сегодняшний выпуск. Значит, Папа Римский объявился. Вот он, собственно, предстал. И что примечательно, что очень важно и примечательно, Папа Римский американец. Его все приветствуют, белый дым пошел. Его уже поздравил Зеленский, надеется на мир. Его уже поздравил Путин тоже. Ну, то есть это событие все-таки мирового масштаба. О папе Льве, да, Лев XIV, он взял себе такое имя. Этот кардинал, которого в 23 году привел Франциск, считается, что он, этот Папа Римский, он как бы, ну, последователь Франциска. То есть, но там есть нюансы. В каких-то вопросах он, да, либерален, как прошлый папа, в каких-то наоборот. То есть есть градация. От него ожидают, конечно, где-то и консервативные. То есть очень центристский папа. Так о нем пишут. Но примечательно, что до сих пор в интернете сохранилась карточка, что он республиканец. Поэтому, ну, слушайте, дело как бы такое. Хавьер Милей уже выставил фотографию поздравления, где в обличии Папы Римского, как Трамп выглядел, только лев тоже поздравил. То есть, на самом деле, события большого разряда. Тайны Ватикана, какие-то там эти все моменты. Давайте об этом будем говорить немножко позже. Посмотрим, как изменится ветер. Но то, что там католики по всему миру радуются, и то, что папа в своей речи, вот новый папа, Лев XIV, он сделал упор на строительстве мостов для мира, ну, по крайней мере, хорошие слова. Франциск тоже много говорил о мире, но не получалось. Но все-таки он был не американец. Может, американцу удастся на престоле святом. Друзья, всем большое спасибо. Еще раз всех призываю ставить лайки, писать комментарии, даже если смотрите в записи. Пишите, откуда вы, пишите, что думаете по поводу тех или иных событий, которые были освещены и предложены, чтобы пошуметь в шуме. Всем добра и света. День Победы буквально через 17